Привет! Сегодня графика, буквально 5 минут. Меня зовут Юлия Сайфан, я художница. В моем телеграм-канале я публиковала этот натюрморт. Меня просили показать технику. Повторять его я не стану. Взяла другой фотореференс. Он принадлежит чату «Просто пастель» в Телеграме. Я его расположила в своем Пинтересте в папке с фотореференсами. Собирайте по ссылке внизу. У меня здесь уголь, гуашь, угольный карандаш, простой карандаш чернографитный и цветная гуашь, буквально пару капель. Прежде всего тональный набросок я прочувствовала количество белой драпировки. Она здесь основной элемент, тянущий на себя все внимание. Полосатая драпировка на переднем плане, она как бы вводит нас во всю композицию, является дорогой, которая ведет прямо к кувшину и груше. Что прекрасно в угле, то что можно сразу за несколько секунд решить все по тону. Вот у меня задний план, темные драпировки, полностью все становится уже на место. Кусочек сухой губки, чтобы смахивать излишки угля. Прощупываю, где будут находиться листья. С углем даже стирательная резинка не нужна часто, чтобы снять верхний слой, достаточно пальца. Беру клячку и убираю все, что должно остаться светлым. Листья в вазе будут часть с левой стороны на белом фоне, с правой стороны на темном фоне. Стирательной резинкой в карандаше я прорисовываю, где будут полоски. Внимательно слежу за силуэтами, чтобы они потом читались на белой драпировке. Здесь будет белая драпировка, но я не боюсь сделать ее какой-то грязной, потому что это графика и может быть любой эксперимент. Намечу клячкой место, где будут мелкие цветы. Для пятна драпировки я буду использовать самую простую гуашь. Это детская гуашь с Икеи. У гуаши бывает разная плотность. Здесь нужна самая жидкая, сопливая гуашь. Она слишком плотная, пришлось немного разбавить водой. Разведенная водой краска ложится полупрозрачно, но нужно подождать, пока высохнет, чтобы понять, какая она будет по плотности. Характер мазка получается фактурный за счет кисти щетины. Направление мазка как можно свободнее, разнообразным, безобразным способом в разные стороны. Не останавливала запись специально, чтобы показать вам, как сохнет гуашь. Посмотрите, как она высветляется. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Спасибо. Выбираю зеленый, который близко по тону к этим листьям. Что-то темное мне нужно, чтобы оно не кричало потом, чтобы оно там было в своей среде. Один мазок зеленого по груше. Этот бежевый у меня охра с белилами, добавляю полоски на переднем плане, цветы и блики на груше. Рукой стараюсь не задеть лист, чтобы не смахнуть уголь. Здесь я ничего не прописываю тщательно, не прорисовываю, поэтому просто мазками на тех местах, где должны быть цветы. Поработаю еще с белой драпировкой, намечаю чернографитным карандашом складки. Графика — это только намек на пространство, на что-то реальное. Поэтому здесь можно как угодно. Игра формы и фактуры.
Угольным карандашом прорисовываю силуэт листьев, которые будут на темном фоне. Уточняю цветы, опять же, не точно и не подробно, а всего лишь кружочками. И делаю это выборочно, чтобы не устраивать однообразную монотонную фактуру. Добавлю немного движения этим листьям на белой драпировке. И прекрасный хвостик плодоножка на груше. И еще пару бликов туда же. На кувшине блик не стала дополнять, это будет мешать цветам. Они точечки маленькие, как был бы и блик. Не хочу, чтобы была путаница. Ведение работы было таковым: прежде всего по крафт-бумаге я затонировала углем, затем освободила место для белой драпировки, позже посадила фигуры и далее украшательство и разбор по тону: среднее, светлое, самое темное. Далее я возвращаюсь к силуэтам, дополняю линию везде, где необходимо, темную, черную. Пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы, я с удовольствием на них отвечаю. Лайк, подписка, комментарий. До встречи на моем канале через неделю.